Это не совсем обычное видео. Как правило, я беру какую-то тему в путешествии, либо историю конкретного дома или города и стараюсь максимально раскрыть все интересные моменты истории. Здесь же я покажу всего понемножку. Особенности поездки из Варшавы в Нидерланды, особенности транспорта в голландских городах, приключения на велосипеде и почему этот транспорт такой популярный у них, про то, как мы переезжали из одного города в другой с дочкой, но и маленькие зарисовки интересных мест по пути нашего следования. Если интересно, то присоединяйтесь. Из Варшавы я выехала с западного вокзала. Летела в этот раз из варшавского аэропорта Модлин. Так уж получилось. Не очень люблю этот аэропорт, потому как находится он за городом, и ты уже очень зависишь от автобусного сообщения. Поэтому все свои передвижения надо подстраивать под расписание автобусов. И в этом плане аэропорт Шопен мне нравится больше. Больше возможностей доехать из разных точек города и не привязан к вокзалу. Ну и есть там нюансы, которые я вам покажу. Итак, билет до аэропорта с вокзала стоил 15 злотых, и автобус доехал примерно за 50 минут. Но это при условии, что не будет пробок на дорогах, так и объявил водитель. Я ехала в обеденное время, поэтому дороги были более-менее свободны. Аэропорт Модлин очень небольшой по размеру, и ориентироваться там не составит труда. Все просто и понятно. Идете по разграничителю потоков и сразу попадаете на контроль. А оттуда почти сразу к выходам к самолетам. Что мне не нравится в Модлине, это то, что к самолету нужно идти по улице. Во-первых, это повезло, что была хорошая погода. Да, был мороз, но солнечный день как-то с этим примиряет. А если дождь или сильные порывы ветра, согласитесь, стоять и ждать, когда вам разрешат войти в самолет, то еще удовольствие. К тому же, чтобы не задерживать всех в проходе самолета, шапки, варежки, шарфы вы уже сняли и затолкали в багаж заранее. Поэтому есть в прохождении по улице некое неудобство, согласитесь. Теперь я расскажу вам про маленькие лайфхаки про билеты. Я летела самолетом Ryanair, и при покупке билета вам надо самостоятельно зарегистрироваться на рейс, не ранее, чем за 24 часа. Ровно за сутки до полета открывается окно регистрации, и, естественно, 90% людей стараются зарегистрироваться заранее. Но мало ли какие нюансы будут, что запросит сайт и тому подобные мысли одолевают, наверное, каждого путешественника. Так вот, открывается окно регистрации, и рассадка мест идет с конца к началу. И если вы не выбрали место заранее при покупке билета, а предоставили рандомный выбор сайту, то начинаете получать номера своих мест с хвоста самолета. И по мере того, как время приближается к полету, чем ближе рейс, тем ближе к носу самолета раздаются места. Я зарегистрировалась, наверное, за 4-5 часов до вылета и оказалась на втором ряду. И причем это правило у меня срабатывает всегда. Я прилетела в нидерландский город Эйндховен и поехала в Роттердам. Что касается особенностей транспорта в нидерландских городах, тут тоже есть свои нюансы. В Роттердаме есть разные виды транспорта, часто пользуются поездами, так как расстояния тут небольшие, но отлично ходят также и городские автобусы и трамваи, а также есть метро. Так что добраться из точки А в точку Б здесь в принципе не составляет труда. Метро в Роттердаме очень простое. Вот смотрите, 3 ветки и все по прямой. Так что, как понимаете, заблудиться здесь сложно. На остановках наземного транспорта везде есть электронное табло, или можно смотреть расписание в Google картах. Все приходит вовремя, но здесь есть свой нюанс. Когда вы заходите в автобус или трамвай, вы при посадке должны приложить свою карту к считывающему устройству около двери. Оно моргнет зеленым, и вы можете спокойно ехать. Проезд оплачен, и будет сниматься плата за проезд за каждую остановку. Но при выходе вы обязательно должны приложить эту же карту к считывающему устройству опять, и оно также должно загореться зеленым. Вот оно устройство, видите? И тогда можно спокойно выходить. Снятие денег закончилось.
Если этого не сделать, система будет считать, что вы катаетесь на транспорте и списывать у вас с карты деньги. Поэтому надо относиться к этому очень ответственно. Общественный транспорт в Нидерландах очень удобный, ходит по расписанию, очень чисто и немного народу. Кстати, еще если вы хотите выйти, то нажмите кнопку «Стоп», потому что если этого не сделать, если очень мало народу в трамвае, вы не сделали, не встали, не обозначили свое желание выйти, водитель трамвая может проехать вашу остановку. Вот с нами так и случилось. Как я уже говорила, очень мало людей в общественном транспорте, потому что подавляющее большинство нидерландцев ездит на велосипедах. И вот тут уже много интересного, от смешного до грустного. Если у вас нет своего велосипеда, вы можете взять его на прокат. В сутки это стоит чуть больше 4 евро, а если на месяц, то где-то около 20. У меня так дочка оплачивает арендный велосипед, раз в месяц делает плату 20 евро. Пока я была пешеходом, я не понимала, почему велосипедисты так матерят и ругаются на пешеходов, если они медленно пересекают велосипедную дорожку или не предоставляют велосипедисту преимущества. Пока сама не пересела на велосипед, и тут я все поняла. Это, кстати, стоянка около ЖД вокзала, около станции вокзала в городе Дельфте. Мы заехали для того, чтобы взять вещи дочки и перевезти в город Роттердам. Так вот, это стоянка для велосипедов, и она рассчитана на 5000 велосипедов. Вот представляете, насколько транспорт популярен, что все это пользуется спросом здесь. Так вот, как я поняла, что почему так ругают пешеходов. Дело в том, что велосипеды здесь в основном старые. Тормозить надо педалями назад, как в нашем детстве. Редко можно встретить навороченный велосипед и тормоз на руле и так далее. Потому как часто их воруют. Поэтому у всех то, что попроще. Но обратная сторона этого то, что на таком слишком простом велосипеде не так-то просто сразу остановиться. Поэтому бредущие нога за ногу пешеходы, конечно, раздражают. Потому как высокий шанс или наехать на пешехода, или упасть при торможении самому. Здесь мы взяли велосипед на прокат и с криком «Эгегей!» поехали. В данном случае нам надо было в Икее еще кое-что докупить. Ну вот, стараюсь, видите, и снимать что-то, показывать, и ехать, и как-то не врезаться ни в пешехода, ни в того, кто едет впереди. Но это такая лирика, лирическое отступление. Прокатные велосипеды практически не воруют. Во-первых, они обозначены цветом и эмблемой, то, что он прокатный, видите, и он карточкой, прикладываешь карточку, и тут все стопорится, то есть ничего не работает. Для того, чтобы его разблокировать, нужна, скажем так, специальная программа. Или вот такая вот карточка, которую вам выдают в прокате. Поэтому красть такие велосипеды смысла нет. А здесь мы проехали около очень красивого дома, и я не могла ни остановиться, ни заснять, ни показать его вам. К сожалению, отойти дальше не получается, потому что сзади, за спиной у меня канал. Но вот как смогу, я сниму его и немножко расскажу вам. Этот дом является старейшим каменным домом в Дельфте. Он был построен еще в 1505 году. И гербы вот здесь над входом были разработаны Питером Постом, голландским архитектором и художником Золотого века. И управление водных ресурсов Дельфта базируется в этом здании с 1645 года. Водные органы являются старейшим правительственным учреждением в Нидерландах. Они отвечают за защиту от наводнений, хорошее качество воды, управление уровнем поверхности вод и очистку сточных вод. Конечно, рассматривать здесь все это можно бесконечно, а это та самая падающая башня, которая отклонена более чем на 2 метра. В своем видео о Дельфте я подробно рассказывала о ней. Кому интересно, можете посмотреть. Конечно же, виды улиц, каналов, вот эти вот дворики, домики, переходы, как сказочные, они очень отличаются от другого привычного нам, даже европейского какого-то вида улиц. Здесь немножко все устроено по-другому. Конечно, города нидерландские очень красивые. Ну, в силу своей, во-первых, урбанистической такой идеи, то, что вот это вот небольшие домики, высокие, очень узкие двери.
В общем, не совсем привычная для нас. Даже моя квартира вот в городе Гродно, после того, как я приехала из Нидерландов, мне казалось, ну прям хоромы, идешь, и прямо руки можно расставить вширь в коридоре. А там все очень узенькое, очень маленькое, но тем не менее очень аутентичное и интересное. Так вот, зачем мы приехали в город Дельфт с дочкой? Мы приехали для того, чтобы перевести ее в Роттердам. Она переезжала, снимала квартиру в Дельфте, но получила работу в Роттердаме, и ездить стало не совсем удобно, хотя на поезде, в общем-то, это не составляет труда, но тем не менее. И вот мы собрали все вещи, и вот здесь можете увидеть, сколько вещей было. То есть, действительно, это казалось немного, но когда мы приехали и расставились все, то представляете, что вот это заняло почти все пространство одной комнаты. А во второй комнате было все то, что мы купили в Икее. Поэтому остался очень небольшое место, узкое место, где мы можем поспать. И пока мы не собрали кровать, вот это все из Икеи, пришлось спать на надувном матрасе. Каким образом мы переехали, это, конечно, тоже отдельный разговор. Снимать у меня это все не получилось в моменте, потому что это было очень тяжело. Во-первых, мы планировали взять каршеринг, то есть авто, и перевести это все спокойно на автомобиле. Но оказалось, что белорусские права в Нидерландах не то что недействительны, там есть оговорка при страховании. Дело в том, что если что-то случится, страховой случай, то как бы взаиморасчеты между странами невозможны, поэтому на белорусские права взять машину в аренду в Нидерландах нельзя. Поэтому мы вызвали такси из одного города в другой, и так как расстояния там небольшие, буквально 20 километров, поэтому нам это обошлось в 60 евро. Вызвали такси размера XL, то есть на компанию из 6-8 человек. Ну и, как правило, это и используюсь при переездах. То есть таксист не очень удивился, увидев вещи, все понял, сложил сиденье и стал спокойно грузить это все. И таким образом мы переехали. Ну, конечно, тяжелее было втянуть это все наверх вот по узкой лестнице в новую квартиру. Ну, как-то справились. К вопросу о том, как популярен велосипедный транспорт. Вот видите, это стоянки около станции метро. То есть рядом оборудованы стоянки именно для велосипедов, потому что очень популярный вид транспорта. А здесь я уже показывала эти кубические дома тоже в прошлом выпуске о Роттердаме, но здесь уже зашла и, так сказать, оторвалась по полной, то есть прогулялась везде, ходила, рассматривала, фотографировала. Место очень популярное, весьма необычное, и тот эффект головокружения мне тоже довелось испытать. Дело в том, что эти кубические дома были построены в 1984 году. Площадь каждой квартиры более 120 метров квадратных. Но очень мало полезной площади именно за счет того, что дома вот эти наклонены. Они как бы поставлены на шест, вот видите, с наклонным состоянием, и угол наклона 54 градуса составляет. Вы проходите, вот у каждого есть индивидуальная дверь, и там ведет узкая лестница наверх. И вся мебель стоит, конечно же, горизонтально. Но относительно стен это все вот так, знаете, гуляет, поэтому очень тяжело находиться в этом доме и жить, потому что частое головокружение, не каждый может это выдержать. Еще гуляя, обнаружила интересное здание, которое хочу показать. Как я уже рассказывала в предыдущих выпусках, Роттердам был сильно разрушен во время войны, во время Второй мировой войны, и очень мало зданий уцелело. Одно из них это вот это здание позднеготической церкви. Единственное здание в Роттердаме, сохранившееся со средневекового периода. Оно было построено в 15 веке, 1449-1525 закончено. Но в своем нынешнем виде церковь сама была завершена только в 1646, и во время бомбардировки Роттердама 14 мая 1940 года она была почти полностью разрушена, и башня сильно повреждена. Была восстановлена в 1949 по 1962 год, восстанавливали.
Конечно же, сам Роттердам город необычный, очень интересный, динамичный, какой-то футуристичный мне показался. Ну и вот так проходил наш, в общем-то, переезд, который я практически и не показала, потому что все приходилось таскать на себе, собирать эту мебель из Икеа, все это скручивать, и шкафы, и кровать, и матрас тащить. Это все было, конечно, тот еще квест. И все это снять, и опять же носить и снимать, но это нужен был отдельный оператор. Ну, что-то такое мне хотелось вам показать. Не знаю, выпущу ли я это видео для всех, или оно будет только для спонсоров, как, скажем так, мои зарисовки, скажем так, очень личная о жизни, что-то вот такое. Но, тем не менее, мне хотелось поделиться. Надеюсь, вам было со мной интересно, хотя, может быть, не в такой моей обычной тематике видео, но, тем не менее, если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. Ну, а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока!